привет, с вами Андрей. У нас NetHack, персонаж. Сейчас я вам покажу. Получается, мужчина, турист, человек. 17 уровня. Нейтральное вероисповедание, божество леди. Мы находимся на 42 этаже генома. У нас ночное время. Армор класс минус 28, 179 хп. Магическая сила 89, но не особо важна. Золота в открытом инвентаре нет, автоподбор золота стоит. Статы 18, все кроме силы. Сила 18, 92. 93 точнее уже. Мы перегружены в данный момент, из-за этого замедлены. У нас экипирована кирка, и мы не умелые в владении с киркой. Собственно, меняем руку местами, для того, чтобы у нас была экипирована серебряная сабля. По навыкам у нас раскачана даггеры на уровне эксперт, базовые топоры, базовые короткие мечи, продвинутый уровень сабель и, получается, продвинутый уровень дротиков. Вот. По экипировке у нас в целом, чтобы вы имели представление, у нас получается амулет волшебного духа, амулет спасения жизни, серебряная сабля и эльфийские дротики, ну, так называемые даггеры. Снаряжение, как вы видите, у нас эльфийское в основном, но эльфийский шлем, эльфийский щит, гавайская рубашка, ботинки скорости, пораженные максимально уровня поражения, легкие перчатки, драконья чешуя серебряная, не смазанная, и плащ защиты, который защищен от огня, собственно, также присутствует. Трупик Лизарда, который снимает с нас дебафы в виде ошеломления, окаменения и смятения. Собственно, большое количество магических палочек. По ним стоит единственное остановиться на палочке огня, палочке копания и палочке электричества. У нас она присутствует в открытом инвентаре. Эти палочки позволяют нам выиграть полупостоянный лабиринт. Очень полезная вещь. Рекомендую использовать. Если вас зажали, вы просто нажимаете команду Engrave через решетку и пишите надпись Elbereth на английском языке. И мобы начнут, которые в мели вас могли бы бить, начнут отступать от вас. Но это не работает на рейндж мобов, то есть которые вас будут бить на дистанции, они вас продолжат бить. Также у нас присутствует палочка телепортации. Ну, честно говоря, не особо я и вижу использование. Поэтому ее как вариант можно дропнуть, чтобы она нам не мешала. Давайте это сделаем. Палочка телепортации, она полезная палочка, но ее эффективность, конечно... когда вы будете выходить, вам не поможет телепортация, потому что она, наоборот, вам будет даже скорее мешать. Потому что большинство вы будете постоянно переходить. А сейчас телепортация нам также не нужна, потому что нас могут закинуть в центр локации, вот сюда вот. Собственно, в черный квадрат, как вы видите. А если нас закинут в черный квадрат, нам будет просто очень больно. А что для нас, конечно же, не особо хочется. Вот. У нас присутствует по кольцам кольцо замедленного пищеварения, кольцо свобододействия и кольцо левитации у нас присутствует по кольцам. По инструментам у нас огненный рог, так называемая ударная палочка огня, но полупостоянный лабиринт не получится. Канделябр призыва, так называемый, он называется, с экипированной 7 свечами. Сумка хранения, 141 предмет в ней присутствует. Блинфолд, повязка на глаза, позволяет вам видеть врагов при надевании с помощью доллара телепатии. Кей позволяет открывать замки, как и отмычка, Lost Pick, так и кредитная карточка. Рог единорога, который снимает с вас негативные дебафы. Собственно, магическая лампа, не проклятая, которая позволяет нам видеть постоянно, ну, чуть дальше, чем обычно. Кирка, пикакс, так называемая, которая позволяет вам ломать стены, если это возможно, менять ландшафт местности. Колокол открытия, который позволяет вам, ну, это квестовый предмет, который позволяет вам перейти на, ну, открыть двери в замок, как вариант, либо, собственно, с помощью него можно собственно, перейти в так называемую местность генома, то есть в последнюю местность Молоха, где находится амулет Эндора.
Платиновая карта экспресс — это наш квестовый артефакт, который позволяет вам перезаряжать через команду Invoke, перезаряжать предметы. Это могут быть как палочки, так и инструменты. Стеноскоп позволяет вам узнать чуть больше о ваших врагах. Ну, например, сколько у них хп, сколько у них армор класс, сколько какая-то дополнительная информация, которую вам выдают. Lucky Stone, благословленная версия, позволяет вам это, получается, ваша удача. Благословленный он дает постоянную удачу на плюс 3, не проклятый дает плюс и минус, а проклятый дает только минусовую удачу. Причем на постоянке. Поэтому Lucky Stone в проклятом виде не рекомендуется таскать вообще с собой. Вот, собственно, по палочкам у нас также присутствует палочка Cancellation. Cancellation палочка очень важна. Не пытайтесь ее запихнуть в сумку хранения. Если вы ее запихнете, сумка хранения взорвется. Если вы запихнете также, помимо палочки Cancellation, палочкой отмены, запихнете сумку трюков, так называемый Bug Tricks, то сумка хранения ваша, так называемый Bug Holding, тоже взорвется. Поэтому не стоит этого делать. Храните их отдельно. Либо просто в открытом инвентаре. Вот. Что, собственно, у нас в инвентаре, чтобы вы имели представление? У нас 20 тысяч монет уже, 2 амулета спасения жизни, большое количество дротиков. Ну, мы специализируемся на дротиках, я думаю, оно и понятно. Ботинки скорости дублирующие, собственно, благословленные бинты мумии, которые позволят нам войти к торговцу, потому что мы не видим, я покажу чуть позже, если не забуду. Из еды, на чем хочется остановиться? Тут, в принципе, самое основное, наверное, это так называемая волчанка, которая снимет вас ликантропию. На начале очень полезная штука. Ликантропов в начале очень много, и если у вас нет святой воды, это полезная штука. Ну и, собственно, мясо гигантов. 3 штуки у нас в наборе консервирования. Они, точнее, в консервах они лежат. Мы их через набор консервирования законсервировали. Позволит нам, ну, с неким шансом, разумеется, получить от них силу. По свиткам у нас, собственно, снятие проклятий. 2 свитка, чтобы вы понимали, их галочками отмечу. Получается, чистые свитки. Собственно, скролл Create монстра, его вообще нужно смывать, потому что он нам не нужен. Это один из самых опасных свитков, особенно в проклятом виде. Скролл Create монстр вокруг вас огромную тонну врагов создаст. Свиток земли. Ну, вы с ним уже наверняка неоднократно встречались. Свиток земли позволяет вам создавать камни. Их количество зависит от проклятости свитка. Собственно, Enchant Viewpoint — это улучшение оружия. В благословленном виде статы поднимаются 1-3. Собственно, у оружия, ну, от 1 до 3 имеется в виду. В непроклятом 1, а в проклятом это вообще минусовые статы будут. Food Detection можно смывать смело. Gold Detection стоит оставить, потому что Gold Detection позволит вам в конфузии, так называемом смятении, узнать что-то о ловушках на высоких уровнях, так называемый, на планах воздуха, воды, огня и так далее, планах элементов. Также астральные планы позволят вам увидеть то, что вам нужно увидеть. Поэтому их надо иметь как минимум 4 Gold Detection. Если у вас есть такая возможность, их стоит написать, либо сделать. Scroll Indifity. Ну, идентифицирует ваше снаряжение минимум 2, благословленная версия. Не проклят 1. Если у вас высокая удача, конечно, побольше, но в основном 1. Indifity 2. Если у вас высокая удача, он может весь инвентарь идентифицировать. Карта открывает вам, собственно, карту, свиток карты. Scar Monster, собственно, отпугивание монстров эффективнее всего, когда он лежит на местности. Но проблема в том, что враги бьют огнем, и его просто могут сжечь. Потому что эта бумага, она все-таки поддается горению. Свитки телепортации, как вариант, их можно тоже смыть, для того, чтобы иметь просто больше чистых свитков.
оставить какой-нибудь благословленный телепорт, и фиг бы с ним. Собственно, книги, я, правда, их особо эффективности не увидел. И как вариант, их можно будет тоже выложить. Просто мы не сможем их использовать, потому что у нас идет щит. Но я планирую в будущем щит снять и использовать без щита. Тогда мы смогли бы кастовать заклинания. Надписи под заклинаниями Гоне, либо Жон, как она правильно читается по-английски, это говорит о том, что заклинание отсутствует. То есть вы, скажем так, вам, чтобы его возобновить, вам нужно перечитать книгу с соответствующим заклинанием. Все заклинания имеют длительность 20 тысяч ходов. Через 20 тысяч ходов они забываются. Вот. Protection, кстати говоря, у нас тоже Жанне уже. Magic Mapping у нас, что удивительно. Нижние все три, это вообще трындец. Чтобы получить конфузию, самый простой способ, собственно, прочитать заклинание, желательно первого уровня, можно и выше, если у вас нет первого уровня, просто которое вы уже забыли. Вы получите, конечно, и стан тоже с неким шансом, но все же это один из самых простых способов получить смятение. Также вы можете использовать зелье смятения, зелье выпивки. Ну и, собственно, заклинание смятения. Но это один из самых безопасных все-таки способов. Вот, собственно, давайте пробежимся вместе с вами на следующий этаж, посмотрим, что у нас там ждет. Мы перешли на 43 этаж. У нас лампа вроде как должна работать. Давайте в целом посмотрим, кто нас там ожидает. Лампа у нас горит, да, у нас надпись под Magic Lamp, Magic Lamp написано Lit. Lit это у нас, собственно, свет. Давайте оденем повязку на глаза, для того, чтобы иметь представление о том, что нас, какие враги здесь ожидают. С помощью таланта телепатии мы увидим большинство врагов. Ух, ни хрена тут народу. Очень много нежити, как вы видите, очень много призраков. Если большое количество призраков на текущем уровне, это говорит о том, что и нежити. Вот эти вот восьмерки, как вы видите, это призраки. Собственно, вот это вот сами уже призраки, которые сосатели, которые высасывают из вас уровень. Ну, собственно, то же самое делает и летучие мыши, которые вампир-бат. Обратите внимание, здесь присутствует один из демонов, это Оркус. Это один из демонов, старших демонов. По его статам, честно говоря, я не имею представления, но, скорее всего, из-за этого так много людей здесь. Большое количество мимиков, как вы видите, это именно мимики, гигантские мимики, которые мимикрируют. Ну, по понятным причинам, если присутствует большое количество нежити на уровне, это значит, скорее всего, вам, чтобы съесть труп, вам нужно его перетащить с собой. Давайте снимем повязку с глаз, посмотрим. Мы сходу нашли магическую ловушку. Нам, кстати, очень сильно повезло, что мы ее нашли. Это кентавр, который кидает в нас весь свой мусор. Давайте посмотрим, что он нам еще может предложить. Он нам ничего не предлагает. У кентавра там присутствует арбалет и, собственно, арбалетные болты, которые нам, в принципе, не нужны. Что-то взорвалось. Взрыв такой прямо очень сильный был. Да, обратите внимание, тут что-то взорвалось. Кто-то или что-то взорвал. Мы вроде ничего такого не делали. А, кстати говоря, обратите внимание, это Шикатрис. Шикатрис это один из самых полезных врагов. Он позволяет вам убить моментально цель, если у нее нет сопротивления к окаменению.
Поэтому, если у вас есть такая возможность, шикатрисов либо кокатрисов стоит использовать против ваших врагов. Кстати говоря, это минотавр. Все минотавры, у них уязвимость ко сну. Их желательно усыплять. Если у вас есть такая возможность, усыпить их для того, чтобы забить. По поводу невидимости я хотел вам рассказать. Собственно, прикладываем к себе стеноскоп и видим то, что мы very fast, собственно, мы, скажем так, сильно ускорены, потому что носим ботинки скорости, и мы невидимы. То есть мы, если пойдем, например, к торговцу, торговец скажет нам: я вас не пущу, потому что вы невидимые. Вот, поэтому он нас, скорее всего, не пустит. Давайте усыпим минотавры, хотя у нас палочки сна нету. Давайте попробуем так с ним подраться. Ну, он больно достаточно бьет. Ну, собственно, первый призрак, который мы встречаем, это... Все призраки, они имеют свойство высагивать с неким шансом из вас уровень. Шарф, который нам не нужен, у нас присутствует свой шарф. Собственно, давайте выкопаем здесь местность для того, чтобы иметь представление через команду Apply взаимодействием с киркой. Это так называемый спикакс. Чтобы иметь представление о том, что нас, собственно, тут присутствует наш любимый шикатрис. Я зря к нему дорогу выкопал. Непонятно, правда, куда идти дальше. Меняем руку сразу, чтобы нас не поймали на том, что на нашей смене. Это, скажем так, ловушка с бомбой. Чтобы обойти, нам нужно начать левитировать. В большинстве, ну, это, скажем так, минная ловушка, чтобы вы имели представление. Давайте начнем левитировать. Как вы видите, мы обошли ее, обошли вторую похожую ловушку. Чтобы поднять предметы, их можно пнуть. Но из-за того, что мы левитируем, кстати говоря, мы проголодались. Давайте перестанем левитировать, снимем через команду red. Так что через команду remove нам нужно что-то покушать. Давайте достанем из наших любимых гигантов и нашу любимую открывашку. У нас присутствует трупик гиганта, огненный гигант у нас на обеде нынче. И, собственно, открывашка. Через команду eat, команда через решетку прописывается, мы едим консервы огненного гиганта, мяса. Мы, собственно, его открыли, и нам ничего не дали дополнительных статов за них. Как говорится, фиг бы с ним. Собственно, мы перекусили. Давай теперь уберем открывашку, для того, чтобы она нам не мешала. Наденем обратно кольцо левитации, для того, чтобы мы не упали. Чтобы, собственно, получить, например, вот это стекло, но стекло, оно бесполезное по своей сути, потому что торговец его не ценит. Можно его просто пнуть. Собственно, через команду kick вы его пинаете и, собственно, забираете стекло, если оно даже на ловушке присутствует. Такой же принцип и здесь. Вы просто его пинаете, вы не можете пнуть, потому что здесь яма. Вы не можете пинать эту яму. Ну, здесь яма разве? Да, здесь яма, обратите внимание, это яма. То есть вы видите, да, здесь присутствует яма. Яму, она не страшная, яма можно забрать. Главное, чтобы это была не надпись hole, так называемая, это такая уже падающая яма. А вот пита, она не особо страшна. Вы можете смело забирать ее, если она вам необходима. Собственно, как вы видите, я забрал, но нам глаз не нужно. Стекло нам не особо нужно, поэтому обходим ее. Надеваем талант левитации, для того, чтобы побольше левитировать.
Вампир Бат. Кстати говоря, мы опять же проголодались. Давайте вместе с вами поедим. Интересно, сможет он на весу все сделать? Давайте в этом заодно и узнаем. Мы в данный момент левитируем. Сейчас достаем консервы гигантов, которых мы так долюбливаем. Давайте мы его съедим через команду eat. Команда через решетку прописывается. Мы проголодались, едим. Да, мы съели, но нам ничего не дали. Ну и ладно, не дали, не дали. Двигаемся дальше. Убедимся в том, что у нас экипирована сабля, для того, чтобы случайно не попасть в просак вместе с саблей. Шикатрисы мы пока трогать не будем. А вот, кстати говоря, вот это вот спик яма, так называемая, это яма уже с колями. Если у вас нет сопротивления к яду, вы, скорее всего, тут можете погибнуть. Потому что если вы встречаете эту яму раньше, что скорее всего будет, вы, возможно, даже сможете погибнуть из-за того, что вы просто попали в эту яму. Обратите внимание, мы опять же проголодались. Давайте еще раз поедим. Собственно, мы съели всех гигантов, а у нас нам больше открывашка не нужна. На самом деле, я думаю, что она, скорее всего, не полностью, то есть нам, скорее всего, нужно было экипировать открывашку и с помощью открывашки открывать, потому что я, скорее всего, неправильно сделал. Потому что сначала экипируют открывашку, открывают. Да, вы нелегко открыли эти консервы. Да, я, получается, без открывашки их открывал. Но на самом деле, чтобы вы на будущее знали, вам нужно экипировать сначала в руку открывашку, то есть через команду V, ну, собственно, W маленькую, не знаю, как эта команда точно называется. Сейчас я вам подскажу. Не вейп. А здесь, наверное, нету. Сейчас. VR, наверное, какая-то вот эта команда. Я правильно понимаю? Нет, VR это не то. Ну, в общем и целом, сейчас я подскажу, что за команда. Ищем наш значок W. Вот. Wield. Собственно, экипирование оружия. Это маленькая буква W. Вот. Не знаю, как правильно по-английски будет, но факт в том, что вам должно быть это более или менее понятно. Собственно, призрак фазирующий к нам приполз. Давайте его забьем. Убедимся в том, что у нас серебряное оружие экипировано. Против призраков эффективнее всего будет двойное серебряное оружие. Если у вас есть такая возможность, брать именно двойное оружие, это будет шикарно. Двойное серебро имеется в виду. Как вы видите, очень много призраков. Наш персонаж опять же проголодался. На самом деле, скорее всего, гиганты... Вот о чем я, собственно, раньше и говорил. Из-за того, что вы едите... не открыв... Ой, тихо. Из-за того, что вы едите гигантов, не открывая консервы, именно с помощью консервного ножа, трупы гигантов, они становятся менее питательные, чем они могли бы быть на самом деле. Поэтому очень важно, когда вы будете есть именно любой тип консервов, которые вы вообще сможете есть, вам нужно именно открывать их с помощью открывашки, потому что по-другому вы просто потеряете питательность этих предметов. Причем очень сильно потеряете питательность из-за того, что вы очень-очень сильно долго открывали его. Собственно, давайте заберем золото. Для этого нам нужно снять левитацию и убрать золото.
Кстати говоря, как вариант, вместе с вами сейчас мы попробуем заполипалить предметы. Собственно, для этого, ну, либо для начала почистим их. Ну, мы, собственно, перестали левитировать, и нам нужно сейчас все почистить с помощью палочки Cancellation. Вытаскиваем то, что мы хотим почистить. Что бы мы хотели почистить? Ну, собственно, еду чистить нет смысла. Вот, собственно, начнем со свитков. Собственно, Create Monster обязательно чистить. Food Detection чистить. Magic Mapping тоже чистить. Teleportation чистить. Я думаю, может, спеллбуки почистить всем. Ну, Heal точно чистить стоит. Protection, да. Sleep не знаю. Sleep, наверное, не будем чистить. Собственно, почистим. Так, Бозе. Пока оставим. Heal. Оставим, это оставим. Все, давайте сейчас почистим. Мы достали эти предметы. Выкладываем их. Собственно, то, что мы хотели бы почистить. Scroll Create Monster, Scroll Teleportation и проклятый свиток пустой тоже. Собственно, две книги, которые мы оставим прямо здесь. Нам дальше мы их не потащим. Окей, отходим. И, собственно, применяем палочку Cancellation. Важно, применяйте палочку не на себя, потому что если вы случайно примените палочку на себя, у вас отменятся все ваши зачарования, они встанут в ноль, и все вещи ваши, которые у вас присутствуют, они станут не проклятыми. Поэтому очень важно применять их не на себя. Собственно, забираем чистые свитки. Убираем их в свой бакхолдинг. И можем двигаться дальше. У нас 15 чистых свитков. Я думаю, нам этого для большинства предметов должно хватить. По поводу полипалинга, кстати говоря, как вариант тоже попробовать пополипалить. Возможно, нам повезет, и мы все-таки сможем что-либо вместе с вами заполипалить более полезное, чем у нас есть. Для этого нам нужно достать предметы, которые мы хотели бы пополипалить. В частности, ну, еду нет смысла полипалить, нам и так есть нечего. Вот, например, палочку Create Monster прополипалить, которая нам точно 100% не понадобится. Магическую стрелу. Вообще лучше их не... Палочку полиморфа поднимаем. Так, теперь... Заполипалить попробуем флейту. Обязательно полипалим рога единорога. Кроме одного, для того, чтобы у нас была хотя бы один запасной. Ну и, собственно, магические лампы. Давайте вместе с вами их попробуем заполипалить. Для этого выкладываем предметы по 3, по 4 в стопку. Предметы не должны повторяться при этом. То есть те, которые хотите вы заполипалить, то есть, например, Create Monster я хотел бы заполипалить в одной стопке, во вторую, вот, например, магическую лампу и рог единорога выложил. Вторая стопка, собственно, магическая лампа, флейта и рог единорога. У нас его нету, да? Нет, есть, вот он. Собственно, давайте мы заполипалим его. Используем палочку полиморфа. Предметы свибрировали, и тем самым они
соединились в одно. У нас получился кристалл бал, который нам не нужен, и еще один магический маркер. На самом деле мы добились того, чего хотели. Мы получили с помощью полипалинга один магический маркер. По крайней мере, для нас это уже в плюсе. Магический свисток нам не нужен, как и так называемые вот. Магический свисток нам не нужен, как и, собственно, вторая свеча, которая у нас уже свечи заряжены, поэтому для нас они не актуальны. Как вариант с помощью магического маркера написать себе еще свитков, зачаровать себе снаряжение. Но, как я говорил ранее, щит я хотел бы заменить. Если только на ботинки закидывать, либо на шапку закидывать, либо вообще лучше на плащ закидывать. Давайте вместе с вами тогда напишем, попробуем. Попробуем написать вместе с вами. Свитки. В частности, нас интересует свиток Enchant Armor, для того, чтобы мы могли улучшить свою броню еще дополнительно. Они в идеале же должны быть, эти свитки, Enchant Armor, разумеется, благословленные. Поэтому давайте вместе с вами возьмем. Ну, тут мы можем один как вариант взять, но нам бы хотелось хотя бы парочку. Поэтому возьмем вот так вот, выложим один. У нас, собственно, присутствует дроп одного предмета. Давайте мы выложим один свиток. Ну, один по понятным причинам нет смысла выкладывать. Давайте хотя бы штук 5 выложим, потому что, ну, это... Будем выкладывать по одному. Можно, конечно, выложить сразу десяток, но это, я думаю, для нас это не сильно актуально. Собственно, все. Убеждаемся в том, что мы выложили пятерочку. Отлично. Теперь наша задача их просто благословить. А остальные свитки можно вернуть обратно. Достаем из нашей сумки собственно святую воду и подходим и благословляем ее через команду deep. Команда прописывается через решетку. Выбираем, собственно, чистые, ну, не проклятые свитки, и выбираем святую воду. Мы получали blue ауру на, собственно, на наши свитки, которые планировали. Теперь нам бы в моем случае нужно достать проклятую воду и достать проклятые зелья опыта, для того, чтобы их проклясть. У нас три зелья проклятых опыта. Давайте проклянем их через команду deep таким же образом. Выбираем, собственно, сначала зелье опыта и выбираем проклятую воду святую. И нам подсказывает, что они получили blue ауру. Да, как вы видите, она стала курсет, тем самым мы сделали все правильно. Убираем проклятую воду обратно. И убираем, собственно, проклятую зелье опыта обратно. Для чего нужна проклятая вода и проклятое зелье опыта? Ну, собственно, проклятое зелье опыта позволяет вам перепрыгнуть через один уровень вниз. То есть, например, находимся на 43-м в данный момент, но мы бы спустились на 42-й. Этот способ поможет нам свалить вот. Давайте соединим все наши свитки, которые у нас присутствуют, чистые свитки. У нас они соединились. Теперь у нас присутствует маркер. Одна штука. Давайте напишем вместе с вами.
через команду red, вроде бы, сейчас я точно вспомню, наверное, не через red, хотя, нет, скорее всего, через команду apply мы выбираем маркер и выбираем, собственно, чистый свиток. Нам нужно написать enchant armor, он, скорее всего, не сможет его написать, но давайте все-таки попробуем. Давайте посмотрим количество зарядов, которые он нам оставил. Собственно, 10 зарядов потратил, 8 оставил. Соответственно, мы максимум, что можем написать, так это свиток ID. Как вариант написать свиток ID для того, чтобы, ну, просто потратить заряды маркера, для того, чтобы он просто, ну, не проседал, скажем так. Давайте вместе с вами напишем свиток ID через таким же образом, через маркер. Для того, чтобы идентифицировать именно сам маркер, для того, чтобы видели количество зарядов. Вот плюс-минус, по крайней мере. Я точное название, как идентификация пишется, не знаю, поэтому давайте вместе с вами откроем Identify. Все ясно. Identify. Окей. Нам подсказывают, что свиток не смог написаться, нам не хватило чернил. Давайте посмотрим. Да, у нас маркер в нуле, собственно. Убираем маркер. Можно, конечно, попытаться его перезарядить, но, насколько мне известно, маркер не перезарядится. Поэтому просто уберем его для того, чтобы он нам не мешал. А теперь попробуем дальше написать Enchant Armor, для того, чтобы усилить свой армор на максимум, чтобы мы не проседали, по крайней мере, частично. Собственно, через команду маркера прописываем Enchant Armor. Опять же, если вы не знаете, как именно прописывать команду маркера, ну, имеется в виду, что какие конкретно вам нужны свитки, в большинстве случаев прописывают свитки Enchant Armor, Enchant Viewpoint, собственно, улучшение брони, улучшение оружия. Свитки геноцида прописывают, свитки, собственно, золото прописывают свитки. Также люди прописывают свитки зарядки, это одни из обязательных свитков. И нам, кстати говоря, вместе с вами, он, кстати, почему-то не идентифицировался, что очень странно. Маркер. Знаете, в чем мой косяк был? Я не посмотрел, какой маркер. Давайте вместе с вами это посмотрим. Читаем свиток ID, для того, чтобы он нам дал представление о том, вообще нам нужно вот так вот. Enchant, собственно, и маркер. Если что-то еще дополнительно, будет хорошо. Маркер 90, он, кстати, уже с одним зарядом. Ну, в любом случае, неплохо. А маркер у нас какой? Дайте посмотреть. Маркер обычный. У нас присутствует два свитка зарядки. Что, собственно, неплохо. Не зарядки, а улучшение брони. Наша задача будет улучшить ботинки скорости, которые с нами постоянно, и улучшить плащ защиты, который тоже с нами уже постоянно.
И в идеале, в принципе, написать еще третий свиток от того, чтобы улучшить, например, шлем наш. Давайте это сделаем через команду applet таким же образом. Собственно, enchant armor. Окей. Написали. Собственно, убираем маркер. Нам он пока не нужен. Также можно, как вариант, свиток идентификации написать, для того, чтобы идентифицировать вещи. И убрать также ненужные для нас свитки в данный момент, которые у нас завалялись здесь. У нас 3 свитка, собственно, и маркер. Убрали все это. Теперь наша задача зачаровать правильно. То есть, если вы будете зачаровывать неправильно, скорее всего, снаряжение разлетится к чертям, к собачьим. Для того, чтобы зачаровать правильно свое снаряжение, вам нужно снять лишнее. Просто с себя его снять. Я понимаю, что это крайне опасно на уровне, может быть, но все же, вам нужно его именно снять. Поэтому выбираем самое безопасное место, которое мы думаем, что нас никто не потревожит. Раздеваемся. Собственно, я рекомендую раздеваться через команду А, потому что это самая быстрая команда для снятия всего. Так называемая команда Tag Off. Нам подсказывает, что вы хотите снять. Мы хотим снять гавайскую рубашку, ботинки, рукавички. Также щит хотелось бы снять. И, собственно, доспех чешуи дракона. Снять. Собственно, с нас часть экипировки сняли. Убеждаемся в том, что у нас одето то, что нам нужно. Насколько мне известно, эльфийский щит можно зачаровывать на плюс 7. Поэтому мы в данный момент вместе с вами сейчас это и будем делать. Читаем через команду red свиток на enchant armor. Смотрим, что наш эльфийский шлем улучшился. Тем самым он стал плюс 5. Отлично. Выше нам не надо, нам хватит. Снимаем шлем через команду T. Так, off, так называемый, сняли шлем. Его зачаровать можно до 7 безопасно, но нам нет смысла. Давайте через команду red продолжим дальше зачаровывать. Наш плащ защиты зачаровался таким же образом рандомно на плюс 1. Ну, нам не везет в этом вопросе, но все-таки давайте еще раз попробуем. А вот теперь нам повезло. Собственно, плащ защиты зачаровался на плюс 2, ботинки не зачаровались от слова совсем, что очень плохо. Нам бы в идеале вместе с вами зачаровать ботинки скорости. Хотя бы на плюс 3, плюс 4, чтобы они просто, ну, скажем так, для этого нам нужно будет создать еще один свиток. Учитывая то, что у нас стоит плащ, нам нужно снять плащ, одеть гавайскую рубашку, одеть доспех из чешуи дракона, одеть, получается, щит, одеть рукавички обязательно, одеть шапку и одеть плащ. Собственно, теперь я хотел бы сразу же зачаровать для себя, собственно, ботинки, потому что у нас единственные ботинки оказались не зачарованы. Собственно, существо, которое здесь присутствует, это мартышка, которая нас может привязать к месту. Давайте ее забьем, убедимся в том, что на нас экипирована сабля, и просто ее убьем. Мартышку кушать можно без проблем, то есть съедим ее. Важно, когда вы будете кушать мартышек, я вот замечал у новичков такую проблему. Дезинтегратор отступает. Боишься? Че, дезинтегратор, боишься? На самом деле нам не нужно, чтобы дезинтегратор по нам бил, поэтому мы его и не бьем.
своим оружием. Мы убили дезинтегратора. Трупик его есть, я думаю, можно, но мы его есть не будем. Что, я думаю, скорее всего, его можно есть, но нам он не особо актуален. Как вариант, кристалл бал можно еще раз заполипалить вместе со свистком и, собственно... Потому что кристалл бал нам не актуален, а вот свисток и остальное, что тут у нас? Большое количество чистых свитков. На самом деле, из-за того, что тут очень много чистых свитков, тут зареспаунится бумажный голем, который вам эти свитки же и потом и отдаст. Поэтому он того не стоит, в общем. Кстати говоря, к нам идет белое существо. Давайте посмотрим. Это айс-дьявол. На самом деле айс-дьявол тяжелое существо. Это ледяной дьявол. Что по поводу него могу сказать? Ну, по идее, он бьет холодом. Но у нас удар серебром, поэтому, что бы он нам ни делал, мы его должны забить серебром. 3 предмета здесь лежит, отлично. Как вариант, попробовать еще раз заполипалить. Либо попробуем еще собрать некоторое количество предметов. Как вариант, не знаю, палочка Magic Missile попробовать. Канцелатиум нам скоро перезарядится. Давайте посмотрим, что у нас еще мы могли бы. Вот, например, палочку могли бы попытать счастье. Ну и как вариант со свитком. Палочка, свиток и что-нибудь еще. Либо вот, например, непроклятые земли, как вариант. Ну, хотя земля, она полезная. Земля, она закует вокруг вас, создаст камни, которые за счет того, что они будут просто присутствовать, к вам ваших врагов не подтащит. Тем самым для вас это будет лучшая защита. Кстати говоря, магический маркер можно сейчас заполипалить вместе с вами будет. Для того, чтобы он просто не отсвечивал. И кандле. Давайте вместе с вами это сделаем. Пока у нас присутствует полипалинг. У нас 4 заряда на палочку полиморфа. Магический маркер, насколько мне известно, больше не перезаряжается. Тем самым для нас он уже бесполезен. Также какую-нибудь, давайте палочку Magic Missile, например, выложим. Посмотрим, сколько у нас тут предметов. Тут 3 предмета. Палочка, собственно, магический маркер, который уже разряжен полностью. И 3 свечи. 3 свечи, скорее всего, для нас не актуальны. Почему? Потому что, насколько мне известно, свечи, они могут по одной дропаться. Поэтому давайте дропнем ее одну. Убедимся в том, что свеча здесь выложена. Убираем в Tools. Проблема в том, что предметы могут завибрировать. То есть, что вы понимали, что такое вибрация? Вибрация — это когда предметы, они скучкуются. Собственно, все. Давайте используем палочку полиморфа для того, чтобы получить некоторые предметы. Предметы завибрировали, как вы видите, они исчезли. У нас появился Cable Fold, нам не нужно, и Backholding еще один. На самом деле Backholding это неплохо, но он нам не нужен. То есть, как вариант, можно будет сейчас вот спир сюда положить. Я просто надеюсь, что нам что-нибудь путное дадут. Давайте немножко подальше отложим. Бакхолдинг. Главное, чтобы бумажный голем не зареспаунился, а все остальное будет неинтересно. Почему бумажный голем? Потому что, ну, это будет просто эпик фейл, если он зареспаунится. Нам нужно дропнуть, получается, книгу.
Дропаем книгу и выкладываем палочку, например, магической стрелы. Ну, либо, не знаю, копание, например. Тихо. Давайте попробуем еще раз. Маленькая Z, палочка полиморфа, нажать. Предметы опять же завибрировали, значит количество уменьшилось. Кредитная карта Mask Pickaxe. Собственно, ничего нам из этого не нужно. Тут два предмета. Собственно, фигурка Лекрота и спеллбук ряд монстров. Мог бы здесь получиться. Почему ставят? Это просто для нас хана будет. Поэтому фигурку и спеллбук мы можем смело переполипаливать еще раз. А фигурка Лекрота, фиг бы с ней, пускай стоит. А еще как вариант собрать один предмет. Например, ну, тот же Tools, тот же самый. Дропнем им кандле, чтобы она, так называемую свечу, для того, чтобы она нам бы еще какой-нибудь предмет выложить сюда. Кстати говоря, как вариант выложить дротики, некоторое количество, но проблема в том, что дротики нужно выкладывать по одной штучке. Потому что, ну у нас в принципе есть Potion, ядовитый дротик, так называемый. Давайте его выложим. Убеждаемся в том, что тут по 3 предмета лежат. Тут, кстати, по 4 даже. Но не суть. Важно факт в том, что Tools могут среагировать друг на друга. Но эти вроде не должны. Собственно, существо какое-то нарисовалось здесь. Большая собака. Какая ты грязь, а? Иди отсюда, собака. Обратите внимание, собака на нас сагрессировала. Отлично. Она это правильно сделала, что сагрессировала на нас. Давайте еще раз полиморфик нажмем. Что-то завибрировало, опять мы какой-то предмет потеряли. Чистый свиток нам не интересен, скролл не интересен, свисток не магический нам тоже не интересен, футрацион отлично, фигурка тигра нам не интересна, дротик скажем так, ни во что не превратился, блинфолд, ну, по понятным причинам тоже. Ну, футрашен неплохо. Собственно, как-то так мы немножко вроде... Давайте еще вместе с вами попробуем улучшить ботинки скорости, хотя бы на +1, чтобы они просто были. У нас для этого присутствует чистый свиток и, собственно, наш маркер. Ну, как говорится, Armor класс лишним не будет, поэтому рекомендуется лучше больше. Если вы случайно переборщите, вы потеряете предмет. Поэтому лучше сделать 4 и пускай отдохнут, чем вы сделаете 5, и она просто разлетится, ну, точнее 5, 6, 7, и она просто разлетится. Используем, собственно, через команду apply, команда через решетку прописывается. Нажимаем, собственно, на маркер, потом выбираем свитки. Нам подсказывают, спрашивают, что вы хотите зачаровать. Мы говорим, что Enchant Armor. Точнее, что вы хотите написать. Мы пишем, что мы хотим Enchant Armor. Мы написали Enchant Armor. Давайте посмотрим, что мы могли бы тут зачаровать. Но я думаю, мы, скорее всего, ботинки скорости будем зачаровывать. Хотя можно еще зачаровать наши рукавички. Я не думаю, что мы найдем лучше. Тут мы уже большую часть игры прошли вместе с этими рукавичками. Давайте вместе с вами тогда уже еще одни рукавички сделаем. Точнее, зачаруем наши текущие. Да, они очень сильно прожженные. То есть армор класса от них ждать не придется. Как вариант можно снять проклятие с этих рукавичек. Но опять же, они самые легкие, ну, то есть, скажем так, не особо полезные. Давайте все-таки еще раз попробуем зачаровать.
хоть сколько-нибудь, а рукавички нам будут давать, и на том спасибо. Поэтому через команду Apply прописываем маркер, последний чистый свиток, Enchant Armor, окей. Собственно, маркер убираем для того, чтобы никуда он не делся, никто его не разбил, не разрушил и так далее, не скрысил. Просто с ним ничего не произошло. Собственно, теперь наша задача снять все лишнее с себя, для того, чтобы ничего лишнего не зачаровалось, точнее, не разрушилось. Потому что если вы перезачаруете какие-то предметы, например, не знаю, кольчугу дракона, грубо говоря, то она просто разрушится. Собственно, через команду таков снимаем все себя лишнее, например, шлем, гавайскую рубашку, щит, доспех дракона и плащ защиты, все это снимаем. Оставляем ботинки скорости и оставляем рукавички. Ну, единственные рукавички, поэтому их просто оставляем. У нас, собственно, защита 5. Убеждаемся в том, что у нас все снялось. То, что нам нужно, осталось. Убеждаемся в том, что у нас есть свитки в наличии. У нас 2 Enchant Armor. Нажимаем первый Enchant Armor. У нас зачаровались рукавички. Зачаровались на +1. Собственно, ну, нам не страшно. В принципе, +1 это не критично. Давайте еще раз нажмем. Собственно, что-то на +2 зачаровалось, опять же, рукавички. Очень плохо, что рукавички зачаровались, но, как говорится, не страшно. Нам пойдет в любом случае, поэтому возвращаем гавайскую рубашку, возвращаем доспех дракона, возвращаем плащ, возвращаем шлем и возвращаем щит. У нас защита 36, собственно, нам, в принципе, пока на первое время хватит. Продолжаем двигаться дальше, посмотрим, что мы здесь можем еще. Мы, в принципе, можем, да, здесь. Оружие. Вот оружие, конечно, нам не особо хотелось бы. Блин, фолд, фигурка тигра. Давайте попробуем еще последний разочек. У нас как раз заряд полиморфной палочки закончится последний раз. Важно, когда вы будете использовать полиморфную палочку, не используйте ее на себя. Она завибрировала, тем самым у нас уменьшилось количество предметов, которые мы могли бы получить. Палочку можно перезарядить, если это необходимо. Палочки перезаряжаются через зарядку, через свитки зарядки. Желательно благословленная версия, для того, чтобы... Как тут много мобов, а? Это, собственно, Ликрота, да? А это Мумак, ёперный там. Мумак — это больно бьющее чудо, которое... Не понял. Чего вы меня не пропускаете? Пропустите, я хочу пройти. Но мы немножко подняли армор класс, чуть-чуть. У нас было 28 где-то, примерно 26. Сейчас стало 36, но в принципе неплохо. Чуть-чуть подняли, уже неплохо. По крайней мере, нас воздух не сильно должен бить. На самом деле, из всей этой компашки воздух будет один из самых жестоких. Свиток телепортации нам не нужен, но его можно взять для того, чтобы он просто был, для того, чтобы мы смогли его потом смыть. Но, учитывая то, что телепортация не, скажем так, работает в большинстве случаев на этих уровнях, поэтому можно особо не переживать. Как так-то. Забили еще одного невидимого врока. Зомби-человек. Зомби-етин. Давайте подождем этого ангела. Не хочет, смотрите, видите? Но видите, Алекс переморфировался в эльфа лорда. Ну, это, скорее всего, оборотень, либо хамелеон. Нам, в принципе, обратите внимание, большая собака нас атаковала. То есть мы можем ее в ответ атаковать. Эльф лорд нас также атакует. Давайте его убьем.
Собственно, к нам идет вампир Бат и к нам идет Зрути. Ну, Зрути не особо страшный. Кстати говоря, нас даже скелетон бил. Точнее, не бил, он экипирует саблю. Давайте посмотрим, кто здесь у нас. Вампус. Давайте Вампуса забьем. Забили Вампуса. Это у нас кто? Это у нас, собственно, скелет. Давайте посмотрим его статы. Мне просто интересно, что он из себя представляет. Прикладываем к нему стеноскоп для того, чтобы видеть. У него 18 уровень, 84 хп и армор класс плюс 2. Ну, собственно, ты дохловат, конечно, скелет. Гигант зомби тоже повержен. Собственно, скелет был повержен, у него 2 доспеха и, собственно, 2 оружия. Непонятно, зачем ему 2, но не суть. Большое количество мимиков, как вы видите. Сюда идет огненный шарик. Давайте дадим ему возможность взорваться. Да, он уже взорвался. Большое количество мимиков. Давайте подползем поближе, чтобы эта огненная ловушка нам подсказывает то, что в булдере стоит. Поэтому мы не будем трогать булдер. Кстати говоря, мимики охраняют кольца. Крокодил. Кстати говоря, по поводу крокодила. Если полиморфировать крокодила, кожаные, сам труп крокодила имеется в виду. Поэтому прикольно. С крокодилом там вообще отдельная история. В большинстве случаев вы увидите это, потому что мимик будет принимать форму объекта. То есть, например, появится то, что не должно появиться в текущем магазине. То есть, например, футрацион, кстати говоря. Поиск. Вот, например, это скорее всего универсальный магазин. То есть, а если бы, например, ну, универсальным, конечно, сложнее. Кстати, кольцо агрессивных монстров – это так называемое кольцо раздражительности, которое вы раздражаете монстров, тем самым их становится больше, и они вас будут пытаться толпой забить. 10 дротиков. На самом деле, дротики нам уже девать некуда, поэтому мы их подбирать не будем. Короткий дварский меч нам, в принципе, тоже особо не нужен. Жалко, что здесь нету этого торговца. Но в любом случае, торговцы бы здесь не выжили. Почему торговцы бы здесь не выжили? Потому что это геном. Это одна из самых опасных локаций в игре. Ну, вообще, самая опасная локация в игре считается астральные планы. То есть, помимо элементальных планов, которые присутствуют, есть за ними астральные планы. А нам дали конфузию. Давайте снимем ее с помощью рога единорога. Ты кто? Нюрса. Нюрсу трогать нет смысла, она дружелюбная для вас. Если только она вас сама начала атаковать, в этом случае ее стоит забивать. А в остальных случаях пускай живет сама. Для нас она не интересна. Вампир Бат, давайте его убьем. Там у нас оборотень, судя по всему, опять очередной. Потому что форма постоянно меняется. Опять же, обратите внимание, криад монстры — это одна из самых мерзких палочек, точнее, самых мерзких свитков. У мобов здесь они постоянно используют эти вот свитки. Криад монстр — это просто какой-то ужас.
Это их, наверное, самое любимое заклинание, блин. А, собственно, это конь, если не ошибаюсь. Да, лошадь. А лошадь нам, в принципе, особо не интересна. Давайте посмотрим здесь. Это у нас Йети и, собственно, Глаз Пирс. Давайте Глаз Пирс убьем. Глаз Пирс можно есть, если это необходимо. Лошадь давайте тоже убьем. Лошадь, кстати, не стоит есть, потому что ваше божество на вас обидится. Это Халк, если не ошибаюсь. Его зовут. Да, Умбер Халк. Он замешательство кидает на вас. То есть в большинстве случаев его не стоит. Большинство ваших врагов он забьет просто тупо. То есть не врагов, а ваших союзников, против которых он будет драться. Потому что у него есть замешательство. Из-за этого замешательства он сильнее большинства будет союзников. Еще один вампир, которого мы уже убили. Скелет, который очень большое количество в себе имеет. Трупик крокодила, вот шапки, рукавички, собственно, ботинки Кика, так называемого, кристальные латы. На самом деле, кристальные латы альтернатива драконьим доспехам. Имеется в виду в плане каста заклинаний. Еще одно существо забили. Кто-то кастует магию, мы это видим. Собственно, призрак. Обратите внимание, нас начинают зажимать враги, не дадим им этого сделать, потому что если вы очень много ударов от нежити пропустите без защиты от сосания жизни, вы, скорее всего, потеряете много уровней. Нам это не нужно, поэтому из-за того, что он слаб, как вы видите, нежить не оставляет трупов. Точнее, как объяснить? Призраки имеют шанс оставить труп, но если это не уровень кладбища. То есть, если это уровень кладбища, то призраки вам не оставят свои трупы. Чем полезны призраки и их трупы? Тем, что они могут повысить ваш уровень персонажа. Но при взаимодействии с призраками есть шанс того, что вы... Шанс того, что вы просто потеряете свой уровень. Поэтому призраки тут двоякая ситуация. В нас кто-то кинул нож, но мы, как говорится, рады тому, что он это сделал. Мы Умбер Халка... Кстати, Умбер Халк дружелюбный. Удивительно. Обратите внимание, мы потеряли один уровень из-за того, что нас постоянно атаковали призраки. Защита от высасывания уровня есть. Она на оружие в основном идет. То есть это посох Аскулата и, собственно, меч. Я не помню, как точно называется. В общем, он сам высасывает уровни из ваших врагов. И этот меч, как раз таки, он в этом вопросе вам поможет защититься от этого высасывания. Очень много зомби. Мы, кстати, уже один уровень потеряли. Нам... На самом деле, чем ниже уровень, тем слабее мобы вокруг вас будут. Тут важно забивать в первую очередь именно всю нежить. В частности, призраков и вампиров. А остальные типы мобов можно особо и не трогать, потому что они вам ни хрена толком и не сделают. Ну, имеется в виду, их надо тоже бить, но они... Как вы видите, ни одного трупа мы не получили от призраков.
Потому что это уровень кладбища. А как узнать, что это уровень кладбища? В большинстве случаев вы увидите призраков. В моем случае они отображены в виде 8. Кто-то по мне фростболтом бил. Точнее, не фро... Ну да, холодоболтом. Cold, так называемый болт. Да, видимо, мы проходить будем дальше, потому что у меня закончилось время на этом. Ладненько. Всем спасибо за просмотр.